вами в ресторане Нусрета. Это, ну если вы не знаете, это мы потом еще обсудим. Это вырезка, которую они тебе приносят сырой, и при тебе ее вот сейчас доготавливают. Слушайте, я очень извиняюсь, мясо невероятно крутое. Просто... Просто офигеть. Мы с вами в ресторане Нусрета. Это, ну если вы не знаете, это мы потом еще обсудим. Вот, и это какое-то мясо, которое они тебе приносят практически сырым, и потом при тебе готовят в раскаленном масле на тарелке прямо на столе. Все эффектно. Вообще здесь не столько про супер вкусно, сколько про шоу. Вот. И пока шоу удается, потому что каждый сотрудник ресторана творит что-то невообразимое, начиная от подачи вина до подачи мяса. Да. Все со смартфонами и все снимают, что здесь происходит. Слушайте, я очень извиняюсь, мясо невероятно крутое. Просто... Просто офигеть. Кто сказал, что есть только шоу и еда так себе? Он сказал? Нет. Он сказал, не, ребят, мясо, мы взяли вот этот Нусрет Special, это вырезка, которую они тебе приносят сырой, и при тебе ее вот сейчас доготавливают. $150 стоит это блюдо на двоих, и очень круто. Так, ну что, друзья, мы наконец-таки дошли до легендарного ресторана Нусрета. Я впервые к нему попал еще в Стамбуле, в его первый ресторан, когда еще у чувака не было Инстаграма, когда его еще не знал весь мир, когда он еще вот так вот он не солил. В общем, был простой парень. И будучи в Стамбуле какое-то количество лет назад, где у вас лучший мясной ресторан? И мне сказали, что это ресторан Нусрет. Вскоре парень поднялся. Он не просто офигенно готовит мясо, он очень крутой шоумен. И это огромный элемент шоу, то есть начиная вот эта вот история, как он солит, и вся подача, и по ресторану вот здесь ходит какой-то чувак, и дым от сухого льда раздувает, и как тебе вино наливают там через какой-то такой волшебный декантер, и десерт. В общем, вся подача просто фантастическая, и это не просто ресторан, это шоу, но и плюс к этому очень вкусно. Я слышал некоторые отзывы вот от вот этих вот людей, которые говорили, что это просто шоу, здесь невкусно, ну, как часто бывает, особенно в всяких туристических местах. Но, ребята, я мясо люблю, и я могу сказать, что это был один из моих лучших стейков. Про ребра сюрприз нет, ребра обычные, так немножко суховатые, то есть, ну, ни о чем. Но стейк, который они сделали, вот это вот сырое мясо, которое они при тебе в масле там прямо прожарили,
Вырезка была нежнейшая, волшебная, просто с ума сойти, это было офигенно. Из вина у нас получилось 1000 дирхам, это сколько? 1100 дирхам. $300 это вот два мяса, одни митболы. Но атмосфера, шоу, и сам он когда ну, блин, чувак, у него 12 миллионов подписчиков в Инстаграме, известный, у него рестораны, и он со всеми фотографируется, к нему стоит очередь, он никому не отказывает, он никуда не убегает, он совершенно такой простой, всех там по плечу похлопает, сам в зале работает, то есть если он в городе, он постоянно ездит между своими ресторанами, если он в городе, то он подходит к столам, там разделывает мясо, вот это вот солит. Ну, то есть очень крутой дядька. Подписывайтесь на его инстаграм, и если будете в Стамбуле, в Майами, в Дубае, в Абу-Даби, в Дохе, и, в общем, у него сейчас рестораны по всему миру, зайдите, не пожалеете, это действительно стоит того, особенно если сам Нусрет там будет. Так, вот здесь у нас проходит наверху трасса, вот это эстакада метро, а здесь такие вот водопады. И здесь вот восторженный народ смотрит за этим чудом. Вот это круто! Вот это круто, и даже в таком захолустье здесь народ на набережной стоит. Это просто эстакада над каналом. И они сделали такой здесь прямо Ниагарский водопад. Так, а что, когда подплывает корабль? А когда подплывает какая-нибудь лодочка или корабль, водопад прекращается, и вот он спокойно проплывает. Окей, то есть там стоят какие-то датчики движения, скорее всего, которые срабатывают и пропускают вот суда, проходящие под мостом. Да, вот плывет еще какая-то яхта. О, кстати, судя по музыке, там наши. Да, яхта с нашими. Играет Шнуров. Так, а это такой столик. И тут две розеточки, одна на 1 ампер и на 2 ампера для зарядки. Такую вот набережную тут сделали. А что очень круто, у всех посадили деревья, везде подсветочка. Красота. А здесь стройка, здесь еще пустыни и ничего нету. Тут отели. И еще один мост через канал, он, по-моему, пешеходно-велосипедный какой-то. Сейчас посмотрим. В любом случае здесь уже вот виден лифт, чтобы туда подняться, и виден пандус, видимо, для велосипедистов. И он там так вот изгибается дугой, так симпатично. Очень странно, потому что с одной стороны он заканчивается пандусом, и по идее вот здесь с него еще мы на велосипеде можем съехать, но с другой стороны, если вы помните, там 2 лифта. То есть, по идее, по задумке проектировщиков мы переезжаем мост на велосипеде, упираемся в лифт, и нам нужно либо по лестнице спускать велосипед, либо на лифте, что не очень логично. Кстати, друзья, я хочу, чтобы вы обратили внимание сейчас, что специально для вас я поставил широкоугольный объектив. Я теперь не только снимаю свой видосик на нормальную камеру, я еще и таскаю с собой кучу сменных линз. И все это для того, чтобы на моем YouTube-канале был качественный контент. Если сейчас, вот после этих слов, вы не поставите лайк, у вас нету сердца. Тут, как обычно, 2 лифта, потому что ну, мы в Дубае, здесь один лифт делать на мост как-то не круто. Музыка играет. Красота. Door opening. Кстати, обратите внимание, что так же, как и на пляже, здесь в каждую клумбу вмонтирована уличная акустика Bose. Что хорошо, что в Дубае, казалось бы, совершенно автомобильный город.
город, которому чужд человек, потому что человек на своих двоих здесь особо не выживет. Здесь не выживают пешеходы, не выживают велосипедисты. Но тем не менее, они сделали канал. И сейчас на этом канале полно народу. Несмотря на то, что здесь, вот смотрите, вокруг еще пустыня. Здесь нету ни кафе, ничего, вообще никаких точек притяжения. Они просто сделали канал. И вдоль этого канала они просто сделали набережную. И на этой набережной куча народу. Какие-то люди приходят, смотрят телевизор на смартфонах, играют, дети с едой. То есть, реально очень много людей. Удивительное дело. Просто сделали хорошее общественное пространство. Здесь есть Wi-Fi, здесь скоро будет музыка, зарядочки. Красота. Конечно, удивительно, с какой скоростью арабы здесь строят в пустыне и создают новые чудеса. Просто завидуешь им хорошим. Мы приехали в City Walk. Это новый район в центре Дубая, и он такой европейский. Но сюда мы приехали в первую очередь для того, чтобы зайти в кофейню. Кофейня непростая, это Double B. Рашид говорит, что это наши московские ребята. Ну, то есть Double B — это, естественно, московская сеть. Я про нее много говорил. К сожалению, в последнее время в Москве они испортились и стали не такими крутыми, как были в начале. Но в Дубае, к моему удивлению, в последнее время вообще активно развивается культура specialty кофе, так называемая. И появляются офигенные кофейни. И вот московские ребята тут открыли. Сейчас затестируем. В нашей кофейне работает чемпион, который занял второе место в местном чемпионате. Это Булат. Вот. А также у нас лучшие обжарщики и зерно. А вы обжариваете здесь? Нет, мы обжариваем в Праге и в Москве. Ну, лично для этой кофейни в Праге. Вот, а вообще это российская сеть. Я знаю. Хорошо. Вот, поэтому я, конечно, рекомендую попробовать вам черный кофе. У нас на данный момент около 8 сортов различных из разных регионов. Это несколько стран из Африки и Южная Америка. У каждого свой вкус и свои оттенки аромата. То есть, если вам хочется более кислотного, ягодного, то, конечно, Кения в первую очередь. Это просто бестселлер для бариста. Мы находимся в ресторане «Баку». Он настолько хороший, что даже правитель Дубая, шейх Мухаммад Рашидович Мактум, несколько раз его посещал, о чем сообщала местная пресса. Вот. И он знаменит тем, что продукты сюда возятся напрямую из Баку. Мы сейчас проверим твои рекомендации. Проверим, да. Мало ли, вдруг они испортились. Начали из Баку, а потом переключились на Аджман. Да, друзья, ресторан «Баку», просто открытие. Очень достойное место, прямо вкусно, адекватные цены. Плов около 100 дирхам стоит, что по местным меркам это более чем по-божески. Все очень большое, очень вкусное. Говорят, продукты прямо из Баку сюда поставляют. На City Walk, это новый район, недалеко от центра, находится по другую сторону от шоссе, от этого даунтауна, где-то Бурдж-Халифа. Вбейте какой-нибудь TripAdvisor, реально крутое место. Рекомендуем! I like to love you.